В Грузии заявляют о конституционном перевороте и готовятся к протестам. Медведев выбрал себе новую цель для атаки, а Лукашенко уверяет, что Путин может всех послать. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Путин и Медведев отправляют сигналы и ждут ответа от Запада. Какие условия вновь выдвигает Кремль? И, естественно, мы должны были на это соответствующим образом реагировать. Правящая партия ликует, оппозиция заявляет об украденных выборах и перевороте. В Тбилиси заявили о победе пророссийских сил в стране. К чему все идет? Обсудим результаты опроса. Война в Украине дает метастазы. В Великобритании обрушились с критикой на Байдена из-за его тактики сдерживания и отношения к Киеву и Москве. Детали резонансной публикации в The Guardian. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку и подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Украина и Россия в ночь на воскресенье совершили практически одновременные массированные атаки дронами. Российские оккупанты выпустили 80 дронов «Шахед», взрывы прозвучали над 10 областями Украины. В половине из них из-за ударов теперь частично нет электроэнергии. И вновь российские дроны улетели в Беларусь. В воздушных силах Украины заявили, что сбили половину из 80 дронов, а 32 дрона были локационно потеряны. В то же время в РФ заявляют, что им удалось сбить более 50 украинских БПЛА, большую часть над Тамбовской областью. Там зафиксирован и мощный прилет. Губернатор области сообщил о пожаре после так называемого хлопка. Телеграм-канал «Астра» пишет, что возгорание произошло на диспетчерской станции «Транснефть-Дружба» в селе Новоникольское. В этом же районе находится и Мичуринский нефтеперерабатывающий завод. Протестное настроение и заявление об украденном выборе. В Грузии стали известны результаты одних из самых напряженных парламентских выборов. Согласно данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта», которую оппозиция называет «русской мечтой», набрав более 50% голосов. В Центральной избирательной комиссии считают, что выборы были успешными. Мы берем на себя смелость с гордостью заявить, что выборы организованы успешно. Этот этап модернизации выборов успешно завершен. Выборы прошли в мирной, свободной обстановке. Явка избирателей и тот факт, что процесс был завершен без каких-либо нарушений, подтверждают, что Совет Безопасности Грузии организовал выборы в соответствии с международными стандартами. С такой оценкой не согласны оппоненты пророссийской правящей партии. 4 крупнейшие оппозиционные партии суммарно набрали чуть менее 40% голосов, заявив о нарушениях и фальсификациях. События в стране оппозиция назвала конституционным переворотом. Единое национальное движение не признает результата украденных парламентских выборов. Мы надеемся, что оппозиция займет аналогичную позицию, поскольку считаем, что сегодняшняя победа принадлежит не одной партии, а всей Грузии и оппозиции. Организация Transparency International в своем заявлении назвала результаты выборов не отражающими волю жителей Грузии. Тем временем представители грузинской мечты, которую критикуют за неприкрытое сближение с Москвой, заявили, что правительство будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты. В стране пройдут акции протеста. На улице выйдут те, кто не согласен с результатами голосования. О чем же говорят итоги этих выборов в Грузии? Мы провели опрос в нашем телеграм-канале, предложив такие варианты. Это катастрофа. Грузия свернула не туда. Второй вариант. Грузины сделали правильный выбор. Третий. Меня не интересуют выборы в Грузии, мне важно, что происходит в моей стране. И последний вариант звучит так. Рано делать выводы. Большая часть наших подписчиков считает, что результаты выборов – это катастрофа. На втором месте и вдвое меньше голосов собрал вариант «рано делать выводы». И наименьшее количество голосов у варианта о том, что грузины сделали правильный выбор. А какой вариант ближе вам? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях.
Армия Ким Чен Ына все ближе к линии фронта. Военные аналитики продолжают оценивать силы КНДР, которые будут направлены для войны против Украины. Wall Street Journal со ссылкой на данные разведок и экспертов пишет о том, что военные Северной Кореи, которые будут брошены в бой против ВСУ, могут оказаться молодыми людьми в возрасте до 20 лет. Солдаты выглядят физически слабыми, низкорослыми, что напрямую свидетельствует о не самом лучшем образе жизни в изоляционной республике. В материале издания также говорится, что спецподготовка военных Ким Чен Ына акцентирована на диверсиях и разрушении инфраструктуры в горной местности Южной Кореи, а не на позиционных боях на равнинной территории Украины. Кроме того, Wall Street Journal уточняет, что, скорее всего, все эти военнослужащие никогда ранее не покидали пределы КНДР. Авторы публикации цитируют военных аналитиков, которые считают, что молодые и неопытные военные проложат путь для более профессиональных северокорейских сил. Зеленский тем временем заявил, что Россия сейчас всеми своими действиями в очередной раз доказывает, что Кремлю и Путину не нужен мир и завершение войны. Кожна така доба війни доводить лише те, що в Москві налаштовані на продовження агресії. Більше нічого вони там не хочуть. І саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво. І саме за рахунок обходу санкцій. Саме тому беруть у спільники все більше Північну Корею, і вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде в Європі фактично воювати проти Північної Кореї. Це умови, коли відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись далі в терор. Медведев угрожает немцам и украинцам не ядерным ударом, но все же ударом. На этот раз даже называет цель, по которой может прилететь, тем самым в очередной раз открыто заявляя о подготовке к очередному военному преступлению. Не дает покоя Медведеву завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall, который построили и запустили в Украине. Директор этого концерна Армин Папергер в интервью украинским журналистам буквально накануне заявил, что в скором времени в Украине появятся еще 3 завода по производству оружия и систем ПВО. Немецкий концерн Rheinmetall запустил в работу первый из 4 военных заводов в Украине. Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве. Путин надеется, что его услышали на Западе, так как прямого ответа на его угрозы никто не дал. В этом он сам и признался. Российским пропагандистам, подозреваемый Международным уголовным судом, вновь повторил, что Россия подготовит ответ на удары дальнобойным западным оружием по своей территории. Если, конечно, такие удары будут. По-прежнему Путин пытается убедить своих телезрителей, что Украина не в состоянии нанести таких ударов самостоятельно. Мол, если это и будет сделано, то только при помощи НАТО. И то, что сейчас происходит, это делается все руками натовских офицеров. Вопрос только в том, разрешат они сами себе наносить удары вглубь российской территории или нет. Вот в этом вопрос. Ну и, естественно, мы должны быть на это соответствующим образом реагировать. Как реагировать, когда, где конкретно, ну, об этом пока рановато говорить. Но, разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов. Напомню, что удары дальнобойным западным оружием по военным объектам на территории России в Киеве считают важным элементом для реализации плана победы Украины. Однако на данный момент ключевые партнеры Украины так и не дали разрешения для нанесения таких ударов, опасаясь дальнейшей эскалации. В офисе президента Украины неоднократно критиковали западных лидеров за такую медлительность и пассивность в принятии решений, которые могли бы привести к скорейшему завершению войны. А как вы считаете, снимет ли Запад табу на такие удары? Напишите свое мнение в комментариях. Американская стратегия сдерживания конфликта в Украине терпит поражение. Об этом пишет обозреватель The Guardian, критикуя действия администрации Байдена. В своей статье Саймон Тисдал напоминает о том, как США и Европа помогли Украине, которая не является членом НАТО, выиграть символическую битву за свободу и демократию.
Но при этом Соединенные Штаты не стали напрямую противостоять России. The Guardian пишет о последствиях этой войны, что уже они распространились далеко за границы Украины и России, в Европу, Грузию, произошли глобальные изменения в отношениях РФ и Китая, война подогрела экстремизм как правых, так и левых. Обозреватель издания считает, что поддержка Запада ослабевает, при этом Украина не проиграла войну, но и не выигрывает ее. Прошло 30 месяцев, и стратегия сдерживания Байдена терпит крах. Подобно неизлечимой раковой опухоли, украинский кризис бесконтрольно дает метастазы, далеко не ограничиваясь грязью и льдами Донбасса. Война распространяет свой токсичный след, становясь все более разрушительной по всему миру. Она загрязняет и поражает все, чего касается. Действительно, горячей войны между Россией и НАТО пока удалось избежать. Но польская и румынские территории пострадали от случайных ракет и атак с моря. В ситуацию втянут весь Черноморский регион, а также Беларусь. В Беларуси тем временем рассуждают, как и чем должна завершиться война, которую начал Путин. Лукашенко в интервью пропагандистам говорит, что заканчивать ее должен не его московский друг, а Зеленский. Лукашенко при этом вспоминает и Запад, и Кремль, и, как всегда, нелогичен в своих ответах, так как считает, что, далее цитата, «Россия всех может послать». Сейчас это уже зависит не столько от коллективного Запада, сколько от самого Владимира Зеленского. Это уже такой маленький поворот. Но ситуация меняется каждый день, и уже беспокоит то, что Россия может всех послать. На земле ситуация изменилась. То есть не пошли в свое время на переговоры, а сегодня ситуация поменялась и серьезно в пользу России. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. А оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.